Друзья, вы знали, что биткоин никогда не терял более 10% своей стоимости в июле, в то время как акции показывают постоянный рост с 2015 года, во втором месяце лета? Вот только главный вопрос, а продлится ли это историческое движение в этом году, учитывая множество специфических факторов и катализаторов, которых не было ранее? Прежде всего, речь идет о тарифах, 90-дневная пауза по которым заканчивается уже 9 числа, после чего пошлины 50% для ЕС и 30% для Китая вступают в силу. Также покоя не дает инфляция, которая в последних отчетах показывала рост впервые с февраля, и вишенка на торте – ставка ФРС, которую Пауэлл не снижает. И даже несмотря на то, что ETF продолжают фиксировать большой приток капитала от институционалов, биткоин не может пробить новый максимум. И я вам скажу больше, он формирует локальный нисходящий канал, за счет чего рискует протестировать поддержку ниже 100 тысяч. Однако есть кое-что, благодаря чему рынок перевернется. И да, друзья, это Трамп. Сейчас он думает только об одном, о предстоящих выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Ведь именно от них будет зависеть, получат ли республиканцы большинство, чтобы продолжать продвигать законопроекты Трампа. А как проще всего получать голоса избирателей? Правильно, запампить рынки. Для этого Трамп почти каждый день давит на Пауэлла и требует снижения ставок. А это в свою очередь приведет к стимулированию экономики и росту рискованных активов. И не важно, что реально сделали республиканцы. Главное, что рынки будут зеленые и все хорошо. Тем не менее, первое понижение мы увидим не раньше сентября. А значит, до этого у нас есть совсем немного времени, чтобы накопить как можно больше биткоина и альтов. Ведь 2020 год показал, что снижение ставок это самое лучшее, что может быть для крипторынка, который в это время наполняется ликвидностью. И поверьте, такой шанс выпадает очень редко. Но конкретно сегодня мы поговорим именно о предстоящем месяце и сделаем большой биткоин-прогноз на июль. Сегодня будет все. Теханализ, фундаментальный анализ, метрика, прогнозы ведущих экспертов, как, например, Михаэля Ван Депона. Разберем исторические тренды, торговые диапазоны, области покупки и продажи. Ну и в конце я отвечу на вопрос, каким станет июль 2025 года для биткоина. Хочу сказать спасибо за вашу активность под прошлым роликом. Я сразу понял, что тема альтов вам интересна, и поэтому видео про различные монеты будет выходить чаще. И первый топ альтов на вторую половину 2025 года мы выпустим, когда вы наберете 1000 лайков. Так что все в ваших руках. По традиции пишите в комментариях ваше мнение, сколько будет стоить биткоин в конце этого месяца. И в целом можете написать краткий прогноз на июль, ведь за комментарий можно получить $10, как вот этот зритель. И если вы дополнительно будете подписаны на наш телеграм, то вы получите еще $10. Так что всем приятного просмотра, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Еще раз всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем говорить о прогнозе биткоина на июль. И здесь, конечно же, не обойтись без событий, которые будут влиять на его цену. А какие именно события нас ждут, вы можете узнать в нашем телеграм. Мы уже выложили большой криптокалендарь на июль, где отмечены все важные даты месяца. Ну и, конечно же, не забывайте, что у нас в канале вся информация фильтруется и проверяется, чтобы вы не получали каждые 5 минут какой-то спам или еще хуже фейковые новости. А еще до 9 числа у вас есть возможность поучаствовать в розыгрыше кошелька Ledger, так что переходите и подписывайтесь прямо сейчас. Поскольку все наши биткоин-прогнозы начинались с фундаментального анализа, сегодня мы не будем нарушать традиции. Но что мы имеем на фундаментальном уровне? Первые ставки ФРС. Пока в июле только 20% инвесторов ждут снижения ставки, но уже к сентябрю эта вероятность повышается до 90%. Это означает, что рынок почти уверен, ФРС начнет смягчение политики уже в третьем квартале, особенно на фоне замедляющейся экономики и умеренного роста инфляции. И если это произойдет, биткоин и другие рискованные активы получат мощный импульс для роста, так как дешевая ликвидность всегда возвращает аппетит к риску. Исторически снижение ставок это один из главных катализаторов роста биткоина, как это уже было после пандемии в 2020 году. Как только ставки снизили, биткоин полетел вверх. Но перед этим нам нужно будет внимательно следить за ИПЦ 15 числа. Эти данные будут очень важными для ФРС, потому что если инфляция снова покажет рост, как это было в прошлом отчете, решения по ставкам могут немного перенести. Но тут вопрос в том, насколько вырастет инфляция. Ведь в прошлом году замедление роста ИПЦ не помешало ФРС сделать первое понижение. А второй фундаментальный фактор – это рост глобальной денежной массы. Только за одну неделю Народный банк Китая выкинул 1,5 триллиона юаней через операции обратного репо, чтобы простимулировать экономику. И это лишь часть более масштабной политики, направленной на оживление потребителей и инвестиционного спроса в Китае. Аналогичные меры запускают и другие центробанки, особенно в экономически развитых странах. А значит, глобальная М2, это совокупная денежная масса, продолжит расти, создавая дополнительную ликвидность, которая, как показывает практика последних лет, активно находит выход в крипту. По мнению экономиста Касса Аба, весь этот комплекс, ожидание по ставкам, печатный станок Китая и общее ослабление доллара может создать идеальные условия для новой волны накопления биткоина. Но в июле есть и обратная сторона – тарифы Трампа. Да, 90-дневная пауза на пошлины заканчивается уже 9 июля. И если за это время не будут подписаны новые торговые соглашения, а Трамп физически не успеет ничего подписать, то рынки могут ощутить давление. Ведь Трамп прямо заявил, в случае отсутствия прогресса он возвращает взаимные тарифы для стран, которые, по его словам, эксплуатируют Америку. Речь идет о пошлинах до 50% на товары из ЕС, до 30% на импорт из Китая, а также глобальный базовый тариф в 10% на весь остальной импорт. Если все это вступит в силу, начнется новый виток торговой войны, который сразу ударит по мировым цепочкам поставок,
промышленности и настроением инвесторов. Уже сейчас компании сектора потребительской электроники, автомобилестроения и сельского хозяйства предупреждают о возможном росте цен и перебоях в поставках, а это значит риск роста инфляции, ухудшения торговли и замедления экономического роста, особенно в странах с высокой экспортной зависимостью. Для биткоина это может означать одно – волатильность и отток капитала из рискованных активов, если инвесторы начнут скупать золото или облигации, особенно если на фоне тарифной войны ФРС решит отложить снижение ставок, чтобы сдержать инфляцию. В прошлом похожие конфликты, например, торговая война США-Китая в 2018 году, уже приводили к обвалу рынков, включая крипту, но в преддверии выборов Трамп вряд ли позволит, чтобы тарифы реально начали работать. Скорее всего, нас ждет продолжение паузы. Тем не менее, как один из негативных тейков, это стоит учитывать. Также из актуального это конфликт Илона Маска и Трампа по поводу законопроекта о налогах. Но может ли это повлиять на крипту? Вчера Конгресс принял один из самых противоречивых законов за последнее время. И называется он, не поверите, «Один большой и прекрасный закон». Кто автор? Конечно же Трамп. Он обещает, что после его подписания Америка заживет как в сказке. Налоги снизятся, бизнес расцветет, экономика рванет вверх. Его специально утвердили до 4 июля, чтобы преподнести это как подарок Дню независимости. Но за красивым названием скрывается совсем другая реальность. Экономисты бьют тревогу. По их прогнозам, этот закон еще сильнее раздует дефицит бюджета и госдолг, которые так уже вышли на максимальные уровни. Доходы населения компании могут упасть, доллар окажется под сильным давлением, а позиции США на мировой арене серьезно пошатнутся. И вот тут в игру вступает Илон Маск, который неожиданно для всех жестко раскритиковал Трампа, заявив, что этот большой и прекрасный закон может уничтожить миллионы рабочих мест и нанести серьезный удар по экономике страны. Маск буквально говорит: вы хотите экономический бум, а получите рецессию. Трамп сразу начал угрожать Маску депортацией США и прекращением субсидий для его бизнеса, после чего акции Тесла полетели вниз. Да, вчера крипта также просела, но это не связано с законом Трампа. И в целом, если учитывать то, что закон будет направлен на стимулирование экономики и бизнеса, это наоборот хорошо для крипты, ведь лишняя ликвидность не помешает. Но все равно будем наблюдать за новостями, связанными с этим конфликтом и новым законом, который все равно вступит в силу не скоро. Возвращаясь к биткоину, он никогда в своей истории не терял больше 10% по итогам июля, и это не просто совпадение. За последние годы июль стал одним из самых уверенных месяцев для биткоина, даже несмотря на вялый старт. Также с 2015 года индекс S&P 500 показывает рост в июле 10 лет подряд. Даже когда май и июнь закрывались в минусе, июль стабильно вытаскивал все наверх. И теперь трейдеры внимательно следят, чтобы биткоин пошел по тому же сценарию, то есть вслед за фондом рынком. Аналитик Микки Bull Crypto заявляет, биткоин может просто повторить путь S&P и в июле показать очередной максимум. По данным CoinGlass, худшие просадки биткоина в июле это менее 10%. И даже сейчас, когда биткоин опустился до 106 тысяч, он продолжает удерживаться в довольно узком диапазоне 101-109 тысяч. Трейдеры отмечают, что биткоин нарисовал сразу две мощных фигуры, двойную вершину и двойное дно. Это значит, что рынок сейчас в фазе мощной консолидации, и как только будет пробой зоны сопротивления на 109 тысяч, биткоин может взлететь к новым максимальным уровням. Конечно, начало квартала вероятно будет нестабильным, и даже сейчас биткоин начал месяц падения, но все равно июль это отправная точка перед таким важным событием, как снижение ставок ФРС, за счет чего все локальные просадки мы будем использовать для покупки и для заработка на шортах, как, например, это в начале недели сделали участники нашей подписки Pro, которые вовремя получили точки входа по монете AVI перед падением цены, а также закрыли в плюс многие другие позиции. В подписке Pro есть обучение, поддержка, сборка спотов портфеля и разбор лучших торговых стратегий. Поэтому, если вы желаете сделать июль прибыльным, а июнь показал, что даже при закрытии биткоина в плюс 24% за месяц это возможно, всю подробную информацию вы получите по ссылке в описании. Пишите, и мы ответим на все вопросы. Также с началом июля начинается третий квартал, что по этому поводу говорят исторические данные. Второй квартал 2025 года стал для биткоина очень положительным. Биткоин показал почти 30% прибыли, и это лучший квартальный результат после пандемии 2020 года. А в мае биткоин вообще пробил новый максимум. Такой рост стал возможен благодаря сразу нескольким мощным драйверам: притоку денег от фондов через ETF, ускоренному росту глобальной ликвидности и, конечно же, ожиданием снижения ставок ФРС, которые буквально вдохнули в рынок новую жизнь. Но теперь начинается третий квартал, и вот тут самое интересное, потому что по статистике именно третий квартал самый слабый период для биткоина. Средняя доходность за это время всего 6%, и нередко именно в этот период рынок уходит в коррекцию или затяжную консолидацию. Лето часто становится временем охлаждения спроса и снижения волатильности, но 25 год особенный, потому что, еще раз напомню, мы стоим на пороге смягчения денежной кредитной политики ФРС. Более подробно эту тему мы разбирали вот в этом видео, а также будем продолжать говорить в новых роликах, так что проверьте подписку на канал, ведь это именно то, на чем должна строиться ваша стратегия инвестирования на ближайший год. А теперь по факту
и текущим метрикам. По данным CoinGlass, биткоин реально восстановился после слабого старта года и сейчас торгуется около своего любимого уровня 105 тысяч, прибавив 3% за последнюю неделю. И что особенно важно, споты в объемы начинают оживать. А ведь именно рост спота в аналогичном периоде в прошлом году стал ключевым фактором начала летнего роста, которое тогда принесло биткоину почти 35%. Некоторые аналитики настроены сверхоптимистично. Например, популярный трейдер EtherViz утверждает, что новый максимум – это вопрос пары недель. Он ссылается на рост интереса к ETF, активизацию умных денег и мощную техническую базу на недельном графике. В то же время Бенджамин Коуэн из Into the Cryptoverse относится к ситуации гораздо осторожней. По его мнению, биткоин может еще показать дно, но оно, скорее всего, будет в августе или сентябре. Он напоминает, в последние 2 года именно в конце лета рынок терял импульс, а трейдеры начинали фиксировать прибыль, особенно перед традиционно более волатильным 4-м кварталом. Оба этих прогноза имеют место быть, и они сводятся к тому, что 3-й квартал – это переломный момент для рынка, а июль станет ключевым месяцем для накопления и подготовки к 4-му кварталу. А какие прогнозы на июль дают ведущие эксперты? Михаэль Ван де Поп, один из самых авторитетных криптоаналитиков в индустрии, дал положительный прогноз. По его прогнозу биткоин пробьет новый максимум уже к концу июля, но перед этим, как он говорит, рынок немного подустанет. Будет консолидация, возможно даже сильная просадка, но потом начнется мощный выстрел вверх. По его словам, прямо сейчас биткоин уже захватил ликвидность, то есть вытряхнул слабые руки и расчистил дорогу к новому движению. Но перед тем, как полететь вверх, нас может ждать небольшая консолидация, небольшая передышка, чтобы затем взорвать график. Он показал, ключевой уровень, который нужно пробить, $108 900. Если биткоин его проходит, дорога к уровню 112 тысяч полностью открыта, а там, как мы понимаем, начнется территория нового максимума. Но самое интересное, это не только биткоин. Альткоины, по его мнению, рванут еще быстрее. Почему? Потому что их шорты начнут сносить один за другим. Это называется шорт-сквиз. И в такие моменты цены на альты просто улетают вверх за считанные дни. Да, прогноз, конечно, оптимистичный, но учитывая, что биткоин застрял вот в этом диапазоне, прежде чем мы увидим рост, его цене потребуется пробить вот это сопротивление. Потому что, как вы видите, сейчас биткоин движется в нисходящем торговом канале. Ключевая поддержка сохраняется на 50-й, 100-й и 200-й EMA. И вероятно, перед пробоем линии сопротивления есть риск теста этих зон ликвидности, особенно 100-й EMA. Вот поэтому, когда я говорю откупать падение, я прежде всего имею в виду эти диапазоны. В текущих реалиях падение до дна 2025 года маловероятно. И самый оптимальный прогноз на июль, учитывая все факторы, станет продолжение движения вот в этом канале. И если говорить о том, каким станет июль, то скорее всего зеленым. Но это не будет памп, а июль просто повторит первый месяц лета. И цена закроется до 10% роста. Вот в этой области. Следовательно, я не просто так перед этим говорил, что июль станет месяцем накопления. Мы должны быть готовы к предстоящему снижению ставок. Поэтому внимательно следим за данными и накапливаем по системе DCA в ключевых зонах спроса. Тем не менее, сейчас на рынке творится очень интересная история. С одной стороны, в биткоин продолжают заходить миллиарды долларов через ETF и корпоративные покупки. Казалось бы, ну все, ракета готова, взлетаем. Но с другой стороны, цена стоит, движение в боковике, и у многих возникает логичный вопрос. Почему биткоин не летит на 150 тысяч, если фонды его скупают, как горячие пирожки? Давайте разберемся. Начнем с притока через ETF. Если посмотреть на график, то с конца марта ETF накопили больше 100 тысяч биткоинов. И это без учета оттоков ETF Grayscale. Всего в ETF находится 630 тысяч биткоинов. Это колоссальные объемы, которые раньше могли бы вызвать взрывной рост. Но сейчас цена еле-еле шевелится. Почему? Потому что не весь этот приток – это чистый спрос от фондов в том виде, как мы его себе представляем. Это не только хедж-фонды или банки. Это могут быть обычные инвесторы, управляющие активами, которые просто диверсифицируются через ETF, используя BlackRock. То есть спрос есть, но он не горячий. Он стабильный и пассивный. Но тем не менее, это долгосрочная поддержка для цены. А теперь к покупкам компаний. Здесь у нас главный герой – MicroStrategy. Только с начала года компания увеличила свой баланс с 528 тысяч до почти 600 тысяч биткоинов. А если взять все компании, которые держат биткоин, то мы получим 823 тысячи биткоинов. А это, между прочим, 86 миллиардов долларов. Но при всем этом цена не растет. И вот почему. Рынок – это не только спрос, есть еще и предложение. За последние 3 месяца долгосрочные холдеры скинули в рынок около 240 тысяч биткоинов. И это почти столько же, сколько зашло через ETF. То есть спрос от фондов просто перекрывается предложением от тех, кто решил фиксировать прибыль. Плюс еженедельная эмиссия майнеров. Это еще 450 биткоинов в день. И все это давит на цену. Поэтому и получается баланс. Спрос есть, но его съедает предложение. Рынок в состоянии равновесия. И тут еще один нюанс. Деривативы. Люди все чаще торгуют не на споте, а на фьючерсах. Объем открытого интереса в деривативах сейчас превышает 25 миллиардов долларов. Это в 5 раз больше, чем было пару лет назад. Но фишка в том, что фьючерсы не создают спрос на реальный биткоин. Это просто ставка на движение цены, а не покупка монеты. И поэтому даже такие большие объемы не дают настоящую поддержку рынку. Но не все так мрачно. Сейчас есть признаки разворота. Продажи со стороны холдеров начали снижаться. Оттоки упали ниже 1000 биткоинов в день. И если фонды продолжат покупать, а розница начнет подтягиваться хотя бы на уровне начала этого цикла, мы легко увидим следующий мощный импульс вверх. История показывает, когда после периода спокойствия начинается розничный приток, биткоин может удвоиться в цене за считанные месяцы. И в этот раз условия также есть. Поэтому вывод такой. Да, цена пока стоит. И это может
может казаться странным, но фундаментальные процессы говорят нам, что это затишье перед следующим движением. Будет ли у нас памп, как в 2021 году? Скорее всего, вряд ли, но даже при умеренном интересе с текущим притоком от фондов рост неизбежен. Так что, друзья, не спим, следим за ликвидностью, за притоками и за настроением рынка, потому что начало новой фазы роста – это вопрос времени. И как только мы получим первое снижение ставок, хотя бы на 0,25%, это время настанет. А июль это не просто месяц, это ваш шанс, который не стоит упускать. Если что, все важные анонсы, новости, отчеты и многую другую информацию мы выкладываем в нашем Telegram, поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте. Задавайте все интересующие вас вопросы в комментариях, ставьте лайки и скоро увидимся. Нам желаю максимально прибыльного июля, всем удачи, до скорых встреч!